Я Роман Баданин, главный редактор проекта. Сейчас вы посмотрите новую серию наших исторических расследований, основана на реальных событиях. Именно в этой серии около года назад вы увидели наш фильм о Рамзане Кадырове. Я не буду рассказывать вам детали того фильма, что вам только предстоит посмотреть сегодня. Скажу главное. Эту историю, трагическую, мрачную, очень тяжелую, мы впервые раскрыли при работе над книгой, которая поступит в продажу этим летом. Она называется «Царь собственной персоной». Ее написал я и мой коллега Михаил Рубин. Смотрите наш фильм, читайте нашу книгу. В фильме описываются сцены сексуализированного насилия, в том числе в отношении подростков. Это мой город. Здесь я прожила больше 20 лет. Моя улица, мой дом. Все, что когда-то было моей жизнью. Это прекрасный город. Он, как всегда, дышит воспоминаниями. Но иногда его дыхание ледяное. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я журналистка издания «Проект». Да, Хотела бы с вами поговорить об одной очень запутанной истории. Здравствуйте. Да, я знаю, он вам угрожал. Я видела ваше имя в документах рядом. А вы его знали? Да, Алло. Алло, вы слышите меня? Слушаю вас. Я это не буду обсуждать. Не помню этого случая. У нас не ел тогда по... Связанное с похищением ребенка. Кто-то из тусовки. Он заманивал сюда подростков. Мальчиков он называл «Моя голубая гвардия». Говорил, что он работает на ФСБ. В 1934 году советская власть ввела уголовную статью о мужеложстве. Спустя 60 лет ее отменили. Был шанс, что новая Россия перестанет карать людей за секс. Но в 2023 году все вернулось. Быть гомосексуалом вновь наказуемо. 17 человек уже под следствием. В конце 2024 года один из них, Андрей Котов, был найден в СИЗО мертвым. Российские власти будут судить его посмертно. Берлин. Представься, пожалуйста. Смотрим на меня. Расскажи, с чего началось расследование. Меня зовут Катя Аренина. Куда это все привело? Почему ты вообще начала этим заниматься? Я журналистка проекта. Несколько месяцев назад я начала работу над историческим фильмом, в центре которого были события 80-х, бурного перестроечного времени. Тогда уже немощная советская власть на время ослабила давление на своих граждан. И те оказались способны на решительный протест. Одним из центров антисоветского движения был город, откуда я родом. Ленинград. Демократия по-ленинградски начиналась с градозащитного и экологического движений. Но даже такие далекие от политики инициативы были сопряжены с серьезным риском. В 90-м году активистка Ленинградской партии «Зеленых» Нина Зуева расследовала незаконную вырубку лесов. После очередной акции девушку задержала милиция, а через несколько дней пришла новость. Но следствие так ничего и не установило. Одним из тех, кто тогда разыскивал уже мертвую Зуеву по лесам, был молодой ленинградец, один из создателей партии «Зеленых» Владимир Гущин. Год спустя, как писали тогда в газетах, покушение было совершено уже и на него самого.
Меня заинтересовала судьба этого человека. Многие из тех, кто тогда участвовал в общественных движениях, до сих пор на слуху. А Гущин будто бы пропал. Начиная работу над фильмом, я поговорила со многими из тех, кто тогда пытался изменить страну к лучшему. Спрашивала я их и о Гущине. Поначалу все отзывались о нем с уважением, пока один из моих источников не рассказал, что его знакомый пережил страшный опыт сексуального насилия, к чему якобы был причастен Гущин. Тогда я не осознавала, что стою на пороге невероятно мрачной, пугающей и очень запутанной истории, где будут политика, спецслужбы, насилие и гибель людей. Многие наши собеседники живут в России. Они не могут говорить открыто, опасаясь мести и репрессий. Чтобы защитить их, мы изменили имена и отдельные детали событий. В некоторых случаях мы прибегали к реконструкции наших разговоров с источниками. Санкт-Петербург. Я заинтересовался экологией в 87-м и стал частью организации Green Hip. Зеленые хиппи. Мы пытались остановить незаконную вырубку деревьев, искали браконьеров, затыкали трубы, через которые сливали канализацию в озера. В общем, такой зеленый патруль. Там я познакомился с Гущиным, он тогда был лидером Гринхипа. Был выше среднего роста, в очках. На хиппи был совершенно не похож, хотя с ними тусовался. Редко проявлял эмоции, больше слушал, чем говорил. Мог производить впечатление очень уверенного в себе человека, даже сноба. Он очень серьезно пытался защищать природу, придумывал заваливать органы запросами, письмами. Официально он был замруководитель Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны природы. Они тогда занимали второй этаж лютеранской церкви на Большой Конюшиной. Очень много лет был полным хозяином этой церкви. Там всегда было очень весело, всегда можно было прийти, переночевать. Полгорода знало эту тусовку. Туда все хиппи-панки ходили. Мы познакомились с Володей в конце 80-х. Тогда на Невском был такой бар «Сайгон», и в нем собирались всякие неформалы, хиппи. Тогда в Петербурге был такой институт подростка, и он занимался беспризорниками. Гущин в нем работал, и он хотел вовлечь этих беспризорников в зеленое движение. Я его спрашивала, а тебе это зачем? Он отвечал, что с такими подростками нужно работать, а не бороться. Его и потом все знали как человека, вовлеченного в неформальное движение, буквально от скинхедов до гота. Вся его жизнь была сконцентрирована вокруг этой среды, и, насколько я знаю, он не был женат и не завел детей. Я с трудом нашла Гущина. Он отвечал очень неохотно, говорил, что многое забыл. Я даже подумала, может, он специально не хочет говорить о бурной молодости. Ведь в нынешней России такие воспоминания могут дорого стоить. В 80-е и 90-е он участвовал в протестах, писал статьи в независимые издания, а потом будто бы исчез.
Я подумала, случайность ли это? Намек пришел от человека, который хорошо знал Гущина на заре его карьеры, его бывшего коллеги в том самом институте подростка. Санкт-Петербург, 95-й год. В 90-е годы у нас была группа социальных работников. Мы работали сначала при комсомоле, потом с комитетом по молодежи питерской мэрии. В 95-м году при нем создали центр по работе с подростками и молодежью. Туда привлекли Гущина. Мне казалось, что он честный и корректный человек. Но он очень быстро начал врать, манипулировать этими уязвимыми подростками, плести интриги. В частности, мы работали с такими очень сложными детьми, ну, типа скинхедов. Явление, это чудовищное, но виноваты в этом взрослые. Нужно от них, этих ребят, отсечь и начать с ними работать. А он писал на них доносы, а потом и на меня написал. Я совершенно обалдел. Настолько это отличалось от того, что мы делали. Я сам в молодом возрасте отсидел, а потом попал в институт подростка и стал там помогать. Решил сам объяснить другим, что не надо жить так, как я. А Гущин мне пытался все время вредить своими публикациями. Были такие палки в колеса с его стороны. Он меня включил во все, абсолютно во все свои пособия по экстремистам и неформалам, которые он писал для МВД. Он имел такой рычаг социального давления. У нас в социальной службе в 90-х возник конфликт с мэрией. Там было все очень бюрократизировано, а у нас было такое движение за свободу педагогики. Мы в итоге встали и ушли. Все 26 человек. Кроме Гущина. Он держался за место. Делал для мэрии свои отчеты. Я читал их после ухода. Это бред сумасшедшего, откровенное вранье. Он придумывал молодежные сообщества, которых даже не существовало. Просто нарцисс, который любовался своими фантазиями и бесконтрольностью. Как вы думаете, ради чего он это делал? Власть. Самое примитивное, самое простое. Жлобская власть. Одна из самых уязвимых категорий – это неустроенная молодежь. Они вообще одни. Просить защиты не у кого. Их никто не любит. Милицию западло, да и бесполезно. Поле для издевательств у всяких педофилов и аферистов было колоссальным. Как Гущин от оппозиционных митингов дошел до работы на мэрию МВД? Отказался от своих ценностей или думал, что власть даст ему больше? Я нашла его давно забытый интернет-дневник. Оказалось, что Гущин до совсем недавних лет оставался на все той же работе при петербургской мэрии. Это место множество раз меняло название и с середины нулевых стало называться «Центр Контакт». Один из тех, кого Гущин упоминал в своем ЖЖ, тоже в прошлом сотрудник этого центра, Сергей Баркан. По его странице ВКонтакте было ясно, он занимается дрессировкой собак, очень любит родной город, много пишет о сыне. Сначала Сергей отвечал охотно, но потом все оборвалось. Я много лет не возвращалась в свою школу.
но до сих пор помню свои смешанные чувства, от которых хотелось бежать. Тогда, в 15, мне казалось, что взрослые знают, как правильно. А если я не понимаю, что происходит, значит, я просто недостаточно умна. Нужно притвориться, что все в порядке, и промолчать. Многие знакомые Гущина, которых он упоминал в своем ЖЖ, уже умерли. Или, как Баркан, отказывались говорить. Но неожиданно мне перезвонил бывший коллега Гущина. Он сказал, что есть кое-что еще, о чем я должна знать. Однажды я у него обнаружил целую серию видеокассет. Это была мужская порнография. У нас в офисе свидетелями оказались еще несколько педагогов. Элементарная педагогическая этика совершенно отрицает подобного рода находки. Он, конечно, стал с умным видом говорить, что это ему нужно для изучения, как он выразился, противника. Какого противника? Фраза о противнике не выходила у меня из головы. Один из моих источников дал мне контакт человека, знавшего Гущина еще с 80-х. Я написала ему без особых ожиданий, но вскоре получила не только согласие на разговор, но и обещание поделиться чем-то важным. Гущин определенная серая мышка. Понимаешь, то есть он... Гущин и вашим, и нашим. Всем хороший. Иногда было интересно послушать его рассказы, его, конечно, там процентов 80 было вранье, но все-таки 20% правда были. Начинал я, как и многие спортсовки. В 15 лет я спокойно мог взять билеты в Мариинский театр. Для меня не было проблем с продуктами. Я свободно мог пройти в Смольный покушать. Знал практически всю элиту города. Это все благодаря коммуникации. Гущиным я познакомился в 1988 году, после конференции, которую организовала Лена Зелинская. Я был один из основателей партии «Зеленых». Будучи начальником инспекции по охране природы Московского района, мне удалось зарегистрировать первую партию в Советском Союзе. Гущин в дальнейшем ушел из партии и работал в Центре профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Он автор книги «Дети улиц». В 1996 году Терехин работал на избирательной кампании Анатолия Собчака, первым мэром Санкт-Петербурга. Собчак пытался повторно избраться главой города, но выборы проиграл. Штаб Собчака возглавлял его ученик и правая рука, чиновник петербургской мэрии Владимир Путин. Так, впервые в моем расследовании я оказалась на расстоянии вытянутой руки от нынешнего российского правителя. А чем во время кампании Собчака занимался Гущин? Я ему дал работу на выборах. Мы контролем занимались. У нас много было заказов. А вы с Путиным виделись когда-нибудь? Слушай, я не буду отвечать на этот вопрос. Не буду. Не буду. Зачем? Я уважаю Владимира Владимировича Путина, наш великий президент, делает все правильно. Отец нации. Терехин рассказал, что теперь работает юристом и воспитывает уже взрослого сына. Этот разговор оставил у меня странное впечатление. Казалось, Терехин что-то не договаривает. Я решила найти книгу Гущина, о которой он говорил, «Дети улиц». Но ни в интернете, ни в библиотеках ее не оказалось. Зато нашлась методичка Гущина по работе с неформальной молодежью. Видимо, одно из тех пособий, которые он писал для МВД.
Десятки общественных организаций требуют не распространять по школам вот это пособие. Методичка называется «Неформальные молодежные сообщества» и предназначена для учителей, руководителей кружков и секций. Здесь ответы на вопросы, кто такие готы, эмо, скинхеды, как выглядят, чем отличаются и, главное, что с ними делать. Сатанисту рекомендовано советовать добрые книжки, гота нужно отвезти к психологу, а панка лучше сразу в милицию. Книга выпущена под эгидой городской программы «Толерантность». Внутри же есть главы, исполненные нетерпимостью, например, к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Я читала эту брошюру в надежде найти зацепки. Но главное, что я поняла, Гущин был очень увлечен молодежными неформальными движениями. Настолько, что в интервью петербургскому телевидению он с необъяснимым возбуждением защищал готов, якобы убивших свою подругу. Часть внутренности была употреблена в пищу, значит, в духовке пожарена вместе с картошкой. В прямом эфире к нам присоединяется начальник отдела анализа молодежных субкультур Санкт-Петербургского центра профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних Владимир Гущин. В Санкт-Петербурге готы абсолютно не агрессивны. А эти откуда взялись? Приехали? Я боюсь, что вы вообще неправильно воспринимаете ситуацию. Совершенно неверно называть два человека готы, потому что специалисты с ними не работали. Неизвестно, готы это или нет. Я проводил лекции для милиционеров, так сказать, в этой области. Да вот как раз милиционеры и установили, что они готы. На самом деле неважно, являются ли они представителем готов, там, истинных готов, или не являются. Если они себя причисляют к готам, они говорят, мы готы, поэтому мы убили и съели человека. Это нормально? Это ненормально. Для этого нужно выяснять, насколько они готы. Я вспомнила странную деталь, которая бросилась мне в глаза еще когда я искала номер телефона Гущина. Помимо основной электронной почты, к его номеру был привязан еще один адрес. Тот же адрес был указан на сайте о петербургских готах. Администратор сайта называл себя Шерман и представлялся журналистом одной из петербургских редакций. Но раз за разом ссылался на статьи и лекции Гущина. Стало ясно, Гущин и Шерман – один человек. На сайте Гущин вел постоянный диалог с подростками, и я написала некоторым из них. Он часто появлялся на наших тусовках, много фотографировал ребят. Некоторые даже шутили, что он собрал целую коллекцию. Он бывал на сходках неформалов, где я тусовался. Многие общались с ним только из-за того, что он был странный дядька с алкоголем, которым он делился. Владимир был на одной из аниме-дискотек фотографом. Он мне сказал, что бывают выезды на фотосеты за город. Слухи про него ходили разные, но их подтверждений я не обнаружила. Еще один парень написал мне, что плохо помнит Гущина, но слышал, что тот связан с одной мрачной историей. Он бывал на всяких тусовках, где были подростки, и всегда приходил с камерой. А через несколько лет была какая-то жуткая история. Кажется, кто-то из тусовки умер. В общем, Гущин был с этим как-то связан. Подробностей я не знаю, да и ввязываться об этом не хочу. Больше он мне не ответил. Я пыталась найти упоминание этого случая в группах готов в соцсетях, но все они были давно заброшены. Зато оказалось, что Гущина знают и в другом мире. Ленинградские демократы. Те самые, кто боролся с советской властью на рубеже 80-х и 90-х годов. И знают с очень неприятной стороны. Нью-Йорк. В конце 80-х годов я ходил практически на все демократические митинги, и там не раз встречал этого Гущина.
Он был в партии «Зеленых». Непонятным образом у них был зеленый свет на почти легальную деятельность. То есть нас всех били, там сажали на сутки, а им позволяли проводить мероприятия даже с участием иностранцев в Ленинградском дворце молодежи. Это было такое комсомольское ГБшное гнездилище. Вот туда чекисты отправляли таких гущиных, чтобы изнутри контролировать зеленую молодежь. Это было неожиданно. Неужели Гущин мог быть связан с КГБ? Если так, то почему он пошел на это и по своей ли воле? Иногда в расследованиях нужна не только настойчивость, но и доля везения. У Романа оказалась та самая книга Гущина, которую я искала «Дети улиц». Безобидные сначала истории о трудных подростках и выездах на природу перерастали во что-то темное и пугающее. Гущин описывал молодежные субкультуры как преступные группы, говорил о вербовке подростков и методах внедрения в их среду. Включенное наблюдение – это экстрим. Это милиция может вживаться в банк. Но Гущин любил играть в такие полувоенные игры. Рассказывал, что он входит в эти группы, что этих можно развалить, у этих лидера подставить и убрать. К несчастью, я тогда не обратил на это внимания. В книге встречались и откровенно жуткие вещи. Гущин рассуждал о петербургских беспризорниках, которые торговали собой. И даже намекал, что спал с подростками, которых опекал. Тут же я увидела и самое важное. Гущин пишет, будто бы сотрудничал с КГБ, был секретным сотрудником госбезопасности или, как тогда говорили, сексотом. За ходом операции следил Ленинградский обком КПСС. Курирование программы осуществлялось КГБ. Как следует из книги, все это было придумано чекистами, чтобы увлечь молодежь экологией. То есть перенаправить протест в приемлемую для системы форму. Работа с хиппи начиналась с внедрения в движение двух общественников и штатного работника. Экологические формирования были единственной допускаемой властями формой диссидентской деятельности. В 1988 году стали возникать подозрения, что Гринхип работает на органы. В качестве способа, улучшающего доверие хиппов, было предложено задержаться в милицию. Гущин и его друг какой-то там заявили, что их офис обстреляли какие-то неизвестные, есть пулевые пробоины на стекле. Два корреспондента из комсомолки приехали сюда, чтобы это расследовать. Вот, пришли в офис, говорят, так, а с чего вы взяли, что это обстрел? Должна же быть пуля в стенке, ну где-то хоть. Они на себя тянули одеяло, что их преследуют. Комитет глубокого бурения, он всегда внедрял своих людей во все эти молодежные тусовки. И хиппи, и металлистов, и рок-клубы. И работали по широкому свету. При Ленинградском отделении Союза писателей РСФСР по инициативе 5-й службы УКГБ образован Клуб 81, объединивший более 70 так называемых непризнанных литераторов. При Ленинградском доме самостоятельного творчества образован рок-клуб, в котором зарегистрировано около 40 неофициальных музыкальных ансамблей города. На основные позиции в руководстве продвинуты агенты, пользующиеся авторитетом в так называемой околотворческой среде. То время, как и нынешнее, было наполнено паранойей и поиском агентов. Распад СССР не решил проблемы. Чекистские архивы по большей части остались засекречены. Да и сама спецслужба под новыми именами продолжила делать то же, что творила и прежде.
Мы до сих пор не знаем именно тех, кто работал на спецслужбы. Тем ошеломительнее было прямое признание одного из вероятных агентов. Но я помнила слова бывшего коллеги Гущина. Об этом говорил и Терехин, он многое выдумывал. Гущин же считал себя самым осведомленным. Сделал вид, что он осведомлен во всех событиях, происходящих в общественной жизни города. А он действительно сотрудничал с КГБ? Ничего подобного, это больше мифов. Вы хотите сказать, что Гущин нафантазировал это? Ну да. Я в партии «Зеленых» не видел ни одного сотрудника КГБ СССР. Я допускаю, что Гущин был завербован КГБ. Однажды я видел, как он встречался с человеком, которого я посчитал его куратором. Он выглядел так, очень типично. Хмурые мальчики с лицейна, они все одинаковые. Серенький костюмчик, рубашка, галстук, ботинки такие начищенные, дипломат. В общем, выражение лица как под копирку. И встречались они в кафе, про которое говорили, что эти с Литейнов там назначают встречи. Я думаю, что он получал деньги именно за контроль вот этих неформальных и очень опасных движений. Но ни одного пострадавшего от Гущина я лично не знаю. Я бы дружить с ним не стал, если бы услышал о нем какую-то, совсем грязную историю. Также я спросила об этом и другого знакомого Гущина, Сергея Баркана. Сергей, здравствуйте. Это Катя Аренина, журналистка. Я вам писала. Хотела задать вам несколько вопросов по поводу вашего коллеги Владимира Гущина. Дело в том, что мы обнаружили... Простите, Екатерина, зачем совершать попытки по поводу моего коллеги узнать что-то или по поводу еще чего-то? Простите, на этом всего доброго. Другой мой источник, Роман, знакомый Гущина с 80-х, был абсолютно убежден в его работе на КГБ. Санкт-Петербург, 94 год. У меня был знакомый, с которым мы вместе работали в редакции одной петербургской газеты. Он уже умер, и из уважения к его памяти я попросил бы не раскрывать его имя. В общем, в 94-95 годах к нам в редакцию повадился ходить этот Гущин. Я решил посмотреть, кому же он ходит, и выяснил, что он уже несколько дней пытается найти моего коллегу. Наконец он его нашел, и у них состоялся долгий разговор, после которого коллега был красный и почти в истерике. На следующий день Гущин опять пришел. Я спрашиваю, скажи, в чем дело, там, может быть, чем-то помочь. И тогда он признался, что Гущин его шантажирует. Я ему тогда сразу сказал, что с этим нужно как-то покончить. Но вот у нас в редакции был друг, у которого было охотничье ружье «Сайга». И вот на следующий день, когда Гущин пришел, мы отвели его в сторону и сказали, что если он еще раз близко подойдет, то мы с ним разберемся. Вот он тогда чудовищно испугался, убежал и больше никогда не приходил. Позже эту историю мне рассказали еще два человека. Один слышал ее от журналиста, второй – от окружения Гущина. Он все-таки рассказал, в чем было дело. В начале 90-х годов к нему тогда подкатили двое и предложили выпить в пивбаре недалеко от Казанского, где, собственно, и проходили эти митинги. Один был Гущин, а второй как-то то ли Хазан, то ли Хазан. Они выпили, поговорили, а потом они пригласили его в квартиру на Большой Конюшенной. Тогда она называлась улица Желябова. А дальше он говорит, что ничего не помнит, сразу отключился. А когда очнулся, эти двое сказали, что его изнасиловали и сделали какие-то фотографии. И потребовали, чтобы он сообщал любую информацию, которую, как журналист, он узнает о демократах и также выполнял их поручения в газетах. То есть они ему должны были давать информацию, а он публиковать. Ну и вот Гущин требовал опубликовать какой-то материал, тот отказался, и Гущин угрожал
что разошлет эти фотографии всем его коллегам. Это был единичный случай? Нет, не думаю. Они даже этому журналисту сказали, что ты у нас не один такой. Пострадавший от сексуального насилия журналист был на крючке у Гущина несколько лет. Вскоре после этого случая он умер от внезапной болезни. Ему не было и 30 лет. История обрастала новыми загадками, и на тот момент ни одна из них не имела ответа. Возможная гибель подростка Гота, интерес Гущина к несовершеннолетним, его связи со спецслужбами и мэрией. Не меньше меня занимал вопрос, кто такой Хазан, человек, причастный к насилию и шантажу. Тогда я еще не знала, что именно он придаст расследованию новый поворот. И все, что я знала до этого, лишь верхушка айсберга. Прошлое Гущина становилось частью моего настоящего, но разгадка была еще далеко. Его знакомые отказывались от разговоров, переставали отвечать на звонки, удаляли сообщения из переписки. На самом деле, многие ответы уже были у меня в руках. Они скрывались в книге Гущина. Там я неожиданно наткнулась на имя, которое уже слышала – Хазан. Впервые Гущин упоминал его, описывая подростковые группы Петербурга. И в частности, то, что он называл «голубой молодежной тусовкой». В книге говорилось, что комсомольская организация передала Гущину данные о неком Хазане, за которым власти присматривали еще с середины 80-х. Комсомольский актив, из которого тогда формировались дружины помощников милиции, был наполнен секретными сотрудниками КГБ и МВД. Именно эти люди свели Гущина и Хазана. Как писал Гущин, в районе Московского вокзала действовали группировки гомосексуальных подростков. Самой известной среди них была группа несовершеннолетних мистера Хазана, около 30 человек. Среди них были и дети, вовлеченные в проституцию. Но кем был этот Хазан, я не знала. Его все называли Хазан. Я толком не знал, кто он. Говорили, он был помощником какого-то депутата. Но потом резко исчез. Я слышал, он отсидел за педофилию. Что-то связанное с похищением ребенка. Бывал где-то вместе с Гущиным. Старший товарищ его водил с собой. Такой носатый. Манипулятор от природы. Но я не помню, как его звали на самом деле. Он еще недавно работал на власть против оппозиции. Ходил на все митинги, особенно ЛГБТ. Я не хочу об этом говорить, да и сами понимаете, это ничего не изменит в нынешнее время. Моя школа занимала очень старое, еще царских времен, здание в центре Петербурга. Там в одной аудитории был старый люк в полу. Мы с одноклассницами знали, что старшеклассники иногда залезают туда, но я никогда туда не заглядывала. Мне кажется, у каждого в памяти есть такое место, куда прячут то, о чем лучше не вспоминать. Но молчать о таком опасно. Я спрашивала о Хазане десятки людей, но никто не знал его настоящего имени. Его фотографии ни у кого не было.
Он оставался тенью в чужих рассказах, фигурой без лица. Единственной зацепкой оставалась книга Гущина. Там он рассказывал, как пытался, по своему выражению, работать с Хазаном. В 1988 году Хазан оказался на конференции «Балтика-88», где просто прилип к зеленым. Ежедневно он знакомился с новыми подростками и становился их другом. Мистер Хазан оказался социопатом с нескрываемыми признаками наполеономании. Он постоянно врал. В 90-м году он выдвинул свою кандидатуру в кандидаты в депутаты в Ленгорсовет. В депутаты он не прошел, но зато обнаружил весьма эффективные методы работы с экстремистами. До этого момента не предполагалось, что распространенность гомосексуализма среди экстремистов весьма велика. В 1996 году он возглавил одно из подразделений штаба губернаторской кампании Анатолия Собчака. Что означала фраза «эффективные методы работы с экстремистами»? Неужели речь шла о чем-то вроде той истории с вербовкой журналиста? То есть о сексуальном насилии и шантаже? Я стала спрашивать своих источников о конференции «Балтика-88», которую упоминал Гущин. Один из них вспомнил, что несколько лет назад видел в архивах КГБ документ, в котором упоминалась конференция. Там также прямо рассказывалось, как КГБ внедряло своих агентов в ряды диссидентских организаций. Он не помнил подробностей, но, по его словам, документ мог бы сильно помочь мне в моем расследовании. И я нашла его. Вильнюс. Специальный архив Литвы. В 80-е годы КГБ издавал под грифом «Совершенно секретно» журнал, где сотрудники делились профессиональным опытом. В 1988 году в журнале «Сборник КГБ» вышла статья офицеров Ленинградского управления. Уникальное свидетельство, как спецслужба следила за диссидентами. Почти полное сходство риторики советских спецслужб и нынешних российских властей. Группа «Дельта» явилась инициатором проведения в Ленинграде конференции «Балтика-88», где высказывались идеи о необходимости создания партии «Зеленых». Экологические группы развивают в этом отношении наибольшую активность. Остро стал вопрос о необходимости иметь в их руководящих звеньях наших агентов, способных влиять на обстановку. В статье говорилось, что КГБ стремился внедрить в диссидентские организации агентов или завербовать их лидеров. С этой целью комитет отправил 2 агентов под прикрытием в диссидентскую организацию Совет по экологии и культуре. Кодовые имена агентов – Петров и Шура. В группах, которые еще только организовывались, агентам быстро удавалось войти в актив. Сложнее решался вопрос с агентурным влиянием в объединении, где имелся лидер. Задачей Петрова и Шуры было дискредитировать 2 руководителей протеста, которых КГБ считал наиболее радикальными. Их скрыли за кодовыми именами Филин и Зеленая. Было решено через агента Петрова довести до окружения объекта Филина данные о проводимой им в прошлом антиобщественной деятельности. В результате удалось внести раскол в деятельность Совета по экологии и культуры. Филин, Зеленая и ряд их единомышленников вышли из его состава, образовав Координационный совет культурно-демократического движения «Эпицентр». В состав «Эпицентра» вошел наш агент Шура. Я задавалась вопросом, могли ли Гущин и Хазан быть теми агентами, которых КГБ внедрил в ряды оппозиции, Шурой или Петровым, и кем были Филин и Зеленая, за которыми они следили? Хазан постоянно тусовался при партии «Зеленых» и прекрасно себя там чувствовал. Собственно, как и другие ГБшные стукачи. Дважды я его видел, как он приходил к Гущину с какими-то людьми в форме, и они там общались. Один раз он мне даже показал документы, которые мог получить только на Литейном. Там был реальный допрос нашего знакомого в КГБ.
После распада СССР он где-то добыл липовое удостоверение контролера и сколотил такую банду из криминальных типов. Они штурмовали автобусы и троллейбусы. В общем, отлавливали безбилетников, высаживали оттуда, запугивали и вымогали деньги, а иногда даже избивали. И при этом в партию «Зеленых» ходили постоянно. Понимаете, да? Офис партии тогда был уже не в церкви, а в Доме общественных организаций на Измайловском проспекте. Пересекся я с ним 95-96 год, потому что с 94-го года я был года 2 безработный, и вот на Измайловском на охране подрабатывал. Вот как раз в одну из моих дежурств он через окно проник в помещение партии «Зеленых». Они вечерами отлавливали трамвайных зайцев, и вот тогда как раз я и узнал, чем он занимается с этими зайцами. А чем он с ними занимался? Принуждал к сожительству. Он приводил вот это помещение «Зеленых», он проникал не через входную дверь, то есть это уже было после 12 часов, а через окно. Я считаю, что он маньяк. Он получает удовольствие от физического насилия, это точно. От того, что над кем-то издевается, кого-то мучает. Я считаю, что его призвание — терроризировать любыми способами. В этом же помещении натирал по линии наблюдения сбора информации за всеми общественными организациями. Черкесов. Виктор Черкесов из Петербургского ФСБ? Да. У него было помещение, в котором были установлены подслушивающие устройства. Это мне удалось увидеть. Милиция хотела его забирать, а мне пришлось к Черкесову обратиться. И только с его помощью удалось его в отделение милиции отправить. Ну, за незаконное проникновение помещений. Потом выяснилось, что он с ними сотрудничает. Тоже как осведомитель. И когда я ходил, потом давал показания, в общем-то, по разговорам мне стало понятно, что он административный сотрудник. Черкесов это знал, наверняка у него эта информация была зафиксирована. Виктор Черкесов был одним из старших сотрудников Ленинградского отделения Комитета государственной безопасности. Активно боролся с диссидентством. Я был одним из организаторов Санкт-Петербургского отделения Демократического союза. Черкесов возбудил уголовное дело против нас. Это было последнее уголовное дело в истории Советского Союза по 70-й статье. Следственное управление оформило разрешение на проведение обыска у членов Демократического Союза. Обыск был и у меня, и у Александра Скобова, который сидит сейчас за решеткой, и еще у десятка других людей. Черкесов был сослуживцем и другом Владимира Путина. Они вместе служили в Ленинградском управлении КГБ. А позже Путин сделал его заместителем директора ФСБ и даже предлагал возглавить всю спецслужбу. В Ленинградском КГБ создан оперативный штаб. В 5-й службе была создана оперативная группа из опытных сотрудников. Группа действует как отдельное направление 5-й службы. Путин годами пытается доказать, что в КГБ занимался только внешней разведкой. Но появляются все новые и новые свидетельства, что он вместе с Черкесовым был сотрудником 5-й службы Ленинградского КГБ. Той самой, которая следила за диссидентами и внедряла агентов в их организации. В одной из таких групп, в Совете по экологии и культуре, куда КГБ внедрял агентов Петрова и Шуру, состоял и Юлий Рыбаков. Комитету госбезопасности было хорошо известно, кто я. И было принято решение о том, что меня надо из этой группы каким-то образом удалять. Для этого, как много лет спустя я случайно узнал, в эту группу были внедрены агенты. А вы знаете, кто это был?
Нет, трудно сказать. Понимаете, в этой группе было человек 20. Кто из них стучал? Я знаю, что КГБ наблюдал за некими Филином и Зеленой. Вы знаете, кто это мог быть? Много лет спустя я случайно узнал, что, оказывается, я фигурировал у них под псевдонимом Филин, а Елена Зелинская под псевдонимом Зеленая. Петербург – удивительно маленький город. И иногда кажется, что все пути в нем пересекаются. Владимир Путин работал в мэрии, где начинал строить карьеру и Владимир Гущин. В то же время путинский друг и сослуживец Черкесов спасал агента Хазана от ареста. У Хазана была вербовочная точка в кафе в гостинице «Октябрьская». Он туда приглашал для вербовки, например, мелких чиновников и так далее. Но уже без насилия, просто психологически давил и принимал отчеты. Гущин тоже там бывал. И кто-то из органов тоже. Сначала КГБ, потом ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Мне, как журналисту, об этом рассказывали сразу несколько человек, побывавших там. Вот одного из моих источников, он, кстати, до сих пор депутат в Петербурге, заставляли устраивать на госслужбу каких-то людей. То есть их шантажировали? Да, могли узнать, что, например, чиновник что-то нарушил или имеет какую-то преференцию, и тут же подсаживали на крючок. А могли шантажировать из-за сексуальной ориентации? Ну, вполне возможно. Вообще Гущин и Хазан регулярно бывали на Плешке. Это в Катькином саду, где собирались советские геи. С ними бывал еще такой товарищ по прозвищу Бабка Ларина. Он потом ходил в КГБ и отчитывался, кто ходит в Катькин сад, кто активный гей, а кто там новенький понаехал. В позднесоветском периоде существовала 121-я статья за мужеложество. Тем не менее, это не препятствовало определенной социальной активности квир-людей. Известная площадь Островского, так называемый Катькин садик, где с советских времен собирались ЛГБТ-люди. Сезон открывался торжественно. На решетке сада натягивалась голубая ленточка 8 марта, в Международный женский день. А пьедестал памятника Екатерине разбивалась бутылка шампанского, открывался сезон. В Катькин садик приходили не только гомосексуальные мужчины, но и женщины, и трансгендерные люди. Это было место, куда ты мог прийти за помощью. Конечно, люди, которые собирались в Катькином саду, находились под милицейским и КГБшным колпаком. За ними следили, периодически устраивали облавы. Их фамилии регистрировались, заносились, видимо, в соответствующие документы. Поскольку архивы до сих пор недоступны правозащитникам и историкам в полном объеме, поэтому исследования, конечно, этого периода затруднены. Слава, Бабка Ларина, да, так называемый. Известный человек, я думаю, его мало кто не знал. Он общался практически со всеми, Слава. То есть он был вообще, как бы сказать, смотрящим за Катькиным садиком. К нему можно было подойти и спросить, ну вот как сегодня дела в садике, есть ли интересные натуры. Всегда он был с гурьбой каких-то молодых людей со свитой, да. Естественно, не только мы его знали, но и сотрудники ГБ. Конечно, мы будем с вами выходить для фотографирования самых красивых места нашего города. Память. Ленинград, 1989 год. Хазан с Гущиным еще бывали на митингах у Казанского собора. Там подлавливали демократов, чтобы принуждать их к работе на контору. Это прямо рядом с Катькиным садом. Они и там себе жертв искали. Митингующих зазывали на пиво, ну и потом, как моего друга, в квартиру на Большой Конюшне. А дело в том, что с 1988 года Демсоюз устраивал несанкционированные акции. У нас был такой некий своеобразный гайд-парк у Казанского собора. Ну, у нас, естественно, разгоняли постоянно. Тогда Черкесов руководил этим. Вот Хазан бывал на тех акциях, общался с молодыми людьми, вел разговоры за демократию, а потом заманивал. В 1991 году в Литву ввели советские войска. Наши активисты в Питере создали движение гражданского сопротивления ДГС. Они возили медикаменты в Вильнюс, устраивали акции. Это все вызывало болезненный интерес со стороны КГБ.
Вскоре в программе «Время» вышел сюжет, где рассказывалось, что КГБ задержало негодяев из ДГС, которые возили оружие из Ленинграда в Вильнюс. Там показали двух молодых людей, которые бывали на митингах у Казанского. Их заставили покаяться в своей деятельности прямо в кадре. А потом Хазан ходил по городу и хвастался, что это все он провернул. Думаю, что с этими молодыми людьми произошло то же самое. Он их заманил на пиво, а потом окомпроматил. А бабка Ларина предлагал сделать фотографии на память, изображая такого фотографа. И эти фотографии потом оказывались в КГБ. Несколько моих знакомых ходили с ним, и их вскоре вызывали в КГБ и пытались вербовать. Человека по прозвищу Бабка Ларина в обычной жизни звали Вячеслав Ларин. Даже после развала СССР он продолжил играть ту же роль – знакомить петербургских геев друг с другом, а, вероятно, и со спецслужбами. Во всяком случае, так считали в петербургском гей-сообществе, где Ларин знал в лицо каждого. История бабки Лариной, в конечном счете, вывела меня на важнейшее открытие. Место, в котором сошлись все наши герои. Хазан, Гущин, журналист, пострадавший от шантажа, а также десятки, может, сотни геев, пострадавших от спецслужб. Профессор Кухарский – это классический такой советский интеллигент. Он у себя на квартире, как человек состоятельный, организовывал собрания квир-людей. Это, конечно, также привлекло внимание органов соответствующих. Александр Кухарский в 80-е годы преподавал физику в институте имени Герцена. И тогда же он стал одним из видных деятелей петербургского гей-сообщества. Он водил знакомство с бабкой Лариной. Александр Кухарский – создатель первой официально зарегистрированной ЛГБТ-организации «Крылья». Он имел салон, так называли все, салон Кухарского. У него была квартира в центре, хорошая квартира, большая, старинная, дорогая мебель. Молодых мальчиков держал, у него там было их очень много. И он организовал организации под названием «Крылья». Американский журналист Дэвид Туллер, который в 90-е несколько месяцев провел среди российских геев и лесбиянок, в подробностях описывал образ жизни Кухарского. Кухарский не проявлял никакой сдержанности в обсуждении своих колоссальных сексуальных подвигов. Однажды он схватил небольшую коробку и начал показывать мне образцы своей коллекции слайдов. Это была частная коллекция из сотни слайдов с обнаженными мужчинами. Эта коллекция легла в основу обвинений в порнографии, выдвинутых против него местным прокурором. Первый и последний президент ассоциации «Крылья» поддерживал публичный дом с малолетками. Они туда беспризорников собирали. Радовался, когда в российское законодательство протащили возраст согласия с 14 лет. Я после его откровения о такой благотворительности просто вышла из состава ассоциации «Крылья». Четверо собеседников рассказали проекту, что Александр Кухарский был причастен к педофилии. Уголовное дело Кухарского закончилось без особых последствий. Его не посадили, он получил условный срок. А его коллекция слайдов с петербургскими геями в итоге оказалась в руках чекистов. После приговора он продолжил собирать гомосексуалов в своей квартире.
Некоторые из тех, с кем я говорила, считают, что Кухарского, как и Ларина, могли завербовать спецслужбы и использовать в своих целях. Оба они несколько лет назад умерли, и задать им вопросы уже невозможно. Я был один раз в этих крыльях. Это квартира на улице Желябова. Сейчас это большая конюшенная. Как раз напротив церкви, где была партия зеленых. Там бывали Гущин и Хазан. Это мне друг рассказывал, он там часто бывал. И в этой тусовке был очень принят клофелин. Туда регулярно затаскивали каких-то юношей, даже детей. Накачивали их клофелином, а от него падает давление, и человек отрубается. А может быть, вы слышали, чтобы в этой квартире бывали вечеринки с клофелином? Слухи такие циркулировали, так скажем. Если он был под крышей КГБ, то он мог себе это запросто позволить. Все сходилось. Это была та самая квартира, где Хазан и Гущин пытались завербовать петербургского журналиста. Мой друг рассказывал мне историю о парне, которого Хазан опоил клофелином и шантажировал. Я не знаю всех деталей, но предполагаю, что это было именно там. Они могли сделать фотографию с членом во рту или что-то подобное. Я знаю, что он был журналистом, и на утро его заставили написать бумагу, что он обязуется сотрудничать с КГБ. Вырисовывалась жуткая картина. Гущин и его подельник Хазан в компании других сексотов КГБ опаивали, насиловали, а потом шантажировали людей в самом центре Петербурга. В квартире, где бывали десятки, а то и сотни юношей. И, как было сказано, даже детей. У меня не выходило это из головы, ведь Гущин работал педагогом. Он каждый день имел дело с уличными подростками. Жена. Я с Гущиным работал в центре «Контакт». Мы ездили в лагеря, куда отправляли тех ребят, кто состоял на учете в милиции. Скинхеды, подростки из неблагополучных семей. Работать было очень тяжело, очень сложно. Они все были чрезвычайно агрессивны. Хоть власти и пытались взять их под контроль, но реально улицу, не сказал бы, что контролировали. «Контакт» стал заниматься ими и передавал информацию силовикам. Меня из-за моего прошлого таскали одно время на допросы в милицию, и Гущин прямо там сидел и говорил, что у меня спрашивать. Я помню, у их центра были машины «Социальный патруль», и ребята, которые туда попадали, подвергались избиению. Это делал Гущин со своей группой. Гущин всегда был с ФСБ на связи, хотя и жаловался на них. Ему все время хотелось что-то в обмен. Например, МВД ему грамоту хоть могли дать, а вот ФСБшники были скупы на награды. А с 18-м отделом УБОП, это предшественник Центра, они очень плотно работали, и День милиции Гущин как свой праздник всегда отмечал. В одной из методичек Гущина говорилось, что оперативники УБОП как-то заказали его отделу исследование о распространенности гомосексуальности среди скинхедов. Становилось страшно от мыслей, как силовики могли использовать полученные результаты. Гущин и Баркан, конечно, могли поставлять силовикам эксклюзивную информацию. Они были такие главари этой системы. Всегда любили играть в хорошего и злого полицейского. Гущин был хороший, а вот Баркан злой. И если ты информацию не говоришь, то попадаешь к Баркану.
Сергей Баркан – сотрудник Центра «Контакт», которого я пыталась спрашивать о Гущине раньше. Тогда он показался мне скромным, вежливым человеком, который просто не захотел говорить о коллеге у него за спиной. Сергей Баркан? Да, он. Гущин его отдел называл гестапо. У них был автобус с надписью «Социальный патруль». И там задержанных буквально сажали на бутылку. Это было фирменным ходом Баркана. И Гущину было кайфово, что есть такой чувак, который может скинхедов на бутылку посадить. Ему прям нравилось, что их боялись. Я видел его несколько раз. Он в начале нулевых ездил на сборище ролевиков. Но это страшный человек. Мы слышали, что раньше он был оперативником таможни, но он сам все время говорил, что он ФСБшник. А еще была версия, что он служил в Чечне. Это бы многое объясняло. В какой-то момент кто-то узнал, что его судили за сбыт оружия и мошенничество, еще и с причинением вреда человеку. Он получил 5,5 лет условно, и сразу же после этого его взяли работать к детям. Первоначальный образ Баркана рухнул в одно мгновение. Он мог ударить в печень, так что падаешь на пол. У него 2 метода. Удар по печени или бутылка. Он сам рассказывал, что гордился этим. Это брал в свидетели других скинов. Одного в итоге на бутылку, второго бьет, третий уже так все просто рассказывает. И все были готовы сотрудничать. Один раз Баркан приволок подростка в сам центр на Фрунзе и в туалете посадил на бутылку. Обычно это все было в машине. Гущин стал говорить, что не надо тут этого делать, потому что они вместе сидели в кабинете 16, а туалет был буквально следующая дверь. И в полиции стали шутить, что туалет — это кабинет 16Б. Я считал, что это глупо. Просто глупо. И что рукоприкладство, подобные вещи, о которых, в общем-то, все знали, да, к хорошему не приведет. Я много чего знаю про Гущина. Не будь Гущина, не было бы Баркана. Баркан устраивал всех. С 89-го или 90-го как-то Гущин привел Баркана ко мне в кооператив. Баркан же тогда, наверное, совсем молодой был. Да. Не знаю, 18 да. Ему было вообще? Было. Вот, додумай. Тут много чего упирается в определенные вещи, в личные. Я знаю очень много личных тайн. В старых публикациях я нашла свидетельства людей, побывавших в руках Баркана и Гущина. Среди них был рассказ бывшего нацбола. Меня отвели на допрос. В кабинете были оперативники 18-го отдела УБОП, которые требовали сказать, кто был организатором акции. Вскоре к ним присоединился Сергей Баркан, сотрудник администрации Петербурга. Я отказался отвечать, тогда меня стали пытать. Заставили раздеться до трусов, в основном пытал именно Баркан. Начал выдирать волосы, выдавливать пальцами глаза. Голову оттягивал и бил по горлу рукой. Раза 4 надевали на голову мешок, разводили руки в стороны и били по ребрам. Когда начинались судороги, снимали пакет с головы и говорили: «Давай сотрудничать, будешь нашим информатором». Баркан угрожал, что забьет до смерти. Говорил, что раньше можно было тебя утопить в заливе.
Избиение, изнасилование бутылкой. И не только в камере для задержанных. Это происходило прямо в помещении одного из подразделений мэрии Санкт-Петербурга. Гущин, Хазан, Баркан. Постепенно мне открывались их реальные лица. Но это был далеко не конец. Неожиданно мне написал еще один мужчина. Раньше он проводил время в компании подростков-неформалов. Сам я 2000 года рождения. Году в 13-м попал на сходки неформалов. Там тусовались около Эма ребята. Там бывал Владимир, он звал нас фотографироваться. Он полностью оплачивал для нас все, проезд, алкоголь и привозил свой реквизит. Когда меня звали первый раз, мне показывали референсы, в каком стиле мы будем фотографироваться. Те фотографии были адекватные, но с каждой его фотосессией они становились все более странными. Он дал мне контакты еще нескольких ребят, которые бывали на этих сходках. Я с ним встречался много лет назад. Гущин рассказывал, что работает в администрации города. Он к себе под предлогом переночевать и выйти заманивал подростков. Сценарий был всегда один и тот же. Встречались у метро, где-то в 15 часов в удельном парке, и шли распевать до поздней ночи. И кто-то из несовершеннолетних оставался. Он к себе их заманивал ради бесплатного алкоголя и ночлега. И слухи ходили, что только мужского пола. Девочек категорически не пускал. Спустя годы понятно, почему. Обычно это дети из неблагополучных семей или состоящие на учете в ПНД. Не очень хотелось бы вспоминать те стрёмные сходки. Владимир был личность неприятная, я его сторонилась. Знаю, что был один взрослый парень, который ездил к нему, но он был странный, как будто глупый, с особенностями. Были слухи про их интимную связь. Открывшийся мне архив приводил в ужас. На странице, которую Гущин завел во ВКонтакте под именем Владимир Максимов, были фотосессии полуголых, даже просто голых мальчиков на природе. Некоторым явно нет не то что 18, 16 лет. Тысячи, даже десятки тысяч фотографий с начала нулевых до 2022 года. На некоторых фотографиях похожа квартира самого Гущина. В шкафу книги по молодежным субкультурам. Трое молодых ребят в нижнем белье, видимо, остаются ночевать. У него был патологический интерес к ребятам. Интерес очень большой к гомосексуальной теме. Постоянно разговоры на эту тему.
него, как у соцработника, достаточно много было подопечных мальчишек. Он из них выбирал тех, с кем могли бы сложиться близкие отношения. Когда они выходили из возраста, который ему был интересен, он набирал новых. Да, Гущин часто брал его к себе с ночевкой. А там парень был немного не такой, как все, с задержкой в развитии. И кучей болячек еще. Он как ребенок был по ментальному состоянию и любил выпить. Они там пили, а дальше все было, как мы и опасались. Насколько я помню, он умер из-за того, что на одной из сходок пошел плавать пьяным и утонул. Знаю, что он ездил ночевать к Гущину. Что там происходило, он не рассказывал, но никто особо и не интересовался. Этот парень погиб в 2017 году. Он упал в реку на прогулке с друзьями и утонул. На момент, когда он впервые появляется на фотографиях у Гущина, ему было 20 лет. Сразу несколько знавших его ребят говорили, что у него были ментальные особенности. Гущину тогда было 55. Я долго задавалась вопросом, имею ли я право рассказывать об этом. Раскрыть чью-то сексуальную ориентацию – это не просто вторжение в частную жизнь. Это само по себе насилие. Но речь шла не просто о сексе. Гущин был тем, кто участвовал в насилии и шантаже, кто поощрял пытки и избиения, и тем, кто, по воспоминаниям сразу нескольких человек, опаивал юношей, чтобы склонить их к половой связи. Говорить о таких вещах тяжело. Но молчать еще тяжелее. У него дома куча фоток, целый архив. Все его любовники и те, кто у него вписывался. Они голые там. На всю фотографию член, а сзади, если приглядеться, лицо. Это, конечно, он не будет выкладывать в интернет. Растление малолетних всегда было уголовным преступлением и в СССР, и в России. Но деятельность Гущина, фотосессии, встречи с мальчиками никогда не становились предметом расследования. Напротив, он до самого последнего времени работал при мэрии и считался экспертом по молодежи. Он секретный сотрудник спецслужб, которые теперь, как когда-то в советское время, опять сажают геев в тюрьму. Для системы Гущин свой, и ему все позволено. На этой фотографии Гущин, Елена Зелинская, Юлий Рыбаков и еще несколько человек в марте 1987 года объявляют о создании Совета по экологии и культуре. Это была именно та организация, куда КГБ отправил агентов Шуру и Петрова следить за Филиным и Зеленой. Да, скорее всего, это я, действительно, да. Справа, с моей стороны, если смотреть, это Зелинская. Среди тех, кто стоял в активной группе в развитии этого движения, Гущин был достаточно активен, я его помню. Был такой человек. Вскоре Гущин вслед за Рыбаковым и Зелинской ушел в их новую организацию «Эпицентр». В сборнике КГБ говорилось, туда же ушел и Шура. Для контроля за дальнейшими действиями Филина и его связей в состав эпицентра вошел наш агент Шура. Все, что я узнала о Гущине к этому моменту, указывало на то, что он и был этим агентом, следившим за диссидентами по приказу КГБ. Наш географ был молодой, лет 30.
Играл что где когда и стал после уроков проводить для нас тренировки. Я тоже ходила. Было интересно. А потом он стал мне писать. Сначала про игру, потом про одноклассников. Жаловался, что никто не относится к игре всерьез. Затем шутил пошло, неуместно. Комментировал девочек, их внешность. А после тренировки позвал меня поговорить с ним в кафе. Наедине. Кто такой Хазен, по-прежнему оставалось для меня загадкой. Манипулятор, провокатор, шантажист, подельник Гущина по грязным делам. Все это складывалось в пугающий образ. Но была деталь, о которой я почти забыла. Хазена видели на протестных митингах. На фоне прочего это казалось мелочью, но иногда именно незначительные детали и становятся ключом к разгадке. Когда началась кампания Алексея Навального, он открыл штаб в Петербурге, и я туда пошел как раз-таки волонтерить. И там познакомился с Дмитрием Мякшиным, он очень часто бывал в штабе и волонтерил там тоже. Мне в 17-м году было 18 лет. Насколько я помню, Мякшин был немножко младше меня. Был митинг 2017 года, и там Мякшин упал на полицейского. Я начал убегать, прыгнул вниз, показав им факт при этом. Но я приземлился, и меня скрутили сзади два ОМОНовца. Ученик 11 класса Дмитрий Мякшин нападение на полицейского поднялся и ударил в челюсть. Мякшина обвиняют по уголовной статье. Несмотря на то, что он несовершеннолетний старшеклассник, он может все равно получить реальный срок. Ему, конечно, уезжать в тот момент надо было, но он как-то не сообразил. Во время обыска его загранпаспорт не изъяли. И он с этим загранником пошел в немецкое посольство, в консульство в Петербурге, и ему выдали визу в Германию. Он хотел вызвать Павлакар и поехать в Беларусь, и оттуда выехать в Германию. Но Павлакарщики не приехали, как-то это все сорвалось, и он решил остаться. И потом я узнаю из новостей, что вот он вступил в молодую гвардию «Единой России». Мякшин в Навальном разочарован, ищет себя в политике. Селфи с Навальными сменились на фото с флагом «Единой России». Активисты входили на митинги, но не делали ничего полезного. Я решил перейти в ряды «Единой России». Зато с уголовным делом все разрешилось. Срок дали условный. Зимой 2018 года Мякшин в штабе Навального, а уже в марте называет себя сторонником «Единой России» и выкладывает селфи с депутатом Виталием Милоновым, одним из главных борцов с гомосексуалами. Я становлюсь умнее и меняю свои взгляды, свои приоритеты. Это длительный процесс длиной в жизнь. Друзья Мякшина уверены, эта смена взглядов была притворной. Подруге он писал: «Если бы у меня не было девушки и семьи, я бы сказал, что не жалею, что был на митинге. И действовал, как действовал. И что всем надо быть смелыми и бороться за свою свободу слова». Кто-то поставил Мякшина перед выбором – тюрьма или предательство. И, возможно, это был человек, которого я так долго искала. Я снова написала источнику, который видел Хазена на акциях питерской оппозиции. Сначала он вновь ответил, что не помнит, но потом... Это была последняя деталь пазла. Welcome to Russia. В фильме журналист Реджи Йейтс рассказывает о непростой жизни ЛГБТ в путинской России. Они пидоры. Это просто ничтожество мрази. Как бы ты их убил? Like stone, like a Bible. Важнейшую роль в преследовании геев играет известный петербургский политик, депутат Госдумы Виталий Милонов. Когда-то он начинал карьеру среди демократов, но, почуяв новые веяния, стал радикальным путинистом.
Милонов возникает в фильме в самый напряженный момент. Вот он в окружении помощников вламывается на квир-фестиваль, который снимал Йейтс. Вмешание, пожалуйста. Вот эта петушня изнасиловала наших детей. Педофилов, извращенцев. Вот ругается с гомосексуалами. Еще раз так расскажешь, я тебе регистрирую твои уши по твоим карманам, понятно? Это угроза? Я просто прикасаться к тебе не могу, потому что у тебя ложка дырявая. И тут... Видим вот этот мужчина. Он из Единой России, вот стоит. Я просто застыла. Что? Какого черта? Рядом с Милоновым был Терехин, Владислав Терехин, человек, который помогал моему расследованию. У вас личной жизни нет, что вы за нами ходите? Я за вами не ходил. Excuse me, is that a picture of us? Have you got pictures of us? Right, okay. You've been taking pictures the whole time that I've been here. What's the reason? Sit down. No problem. Ну, не знаю. Я лично считаю, что я нахожусь в свободной стране, что в России есть еще люди, которые придерживаются истинных ценностей, выступают за брак, за семью. Все, что я знала о Хазане, теперь обрело лицо. Каждый рассказ о его жертве, каждое слово в книге Гущина – все это теперь имело имя и голос. Голос, который я не раз слышала. Есть определенная игра, да? И каждый из нас в этой игре руководствуется своими собственными соображениями. Все сходилось. Хазан работал у Собчака на выборах, и Терехин работал там же. Оба вовлечены в петербургскую политику. Оба, как выяснилось, сидели. Я стала искать людей, которые подтвердили бы мое предположение. Но то, что началось дальше... Его все называли лектор или Влад-лектор. Он все время ходил за нами. На акциях он занимался съемкой, пытался познакомиться с участниками. Сплетник, стукачок, любил из себя строить героя невидимого фронта. Очень навязчивый, прям липкий, скользкий. Писал, предлагал всякие встречи. Человек опасный, явно с нездоровой психикой. Один он не приходил, с какими-то молодыми людьми. Все время с какими-то молодыми мальчиками. Его постоянно окружали какие-то, ну, скажем так, мальчики. Весь пул интересов Влада Терехина – несовершеннолетние лица. Если ты 18 лет и старше, ты ему не интересен. Кажется, я открыла ящик Пандоры. Они там ходили пиво пить, в бане. Он активно предлагает тебе присоединиться, стать его подопечным. Славься, страна, мы Я текст, кстати, там не особо помню. Кичился тем, что он причастен к каким-то органам, и такой важный, может там типа нас сдать, а может не сдать. Я стоял как-то в пикете, и ко мне подбежал пацан и скидал яйцами. Терехин мне потом рассказывал, что это он его направил, и что ему заплатили за это. Был такой НОТ, национально-освободительное движение, и они троллили наши акции. Влад, значит, приходил, но не давал понять, что он, значит, к этому имеет отношение. Один раз эти самые нодовцы в своем троллинге перешли совсем уже недопустимую грань и завинтили всех нас вместе. Мы составляем список задержанных. Терехин. Так, Терехин. Так, да, Терехин. Меня отпустили из первого, и смотрю, стоит Влад вместе с частью нодовцев. Я, говорит, своих жду. Ну, тут понятно было.
сразу откровенно говорил, что он работает на ФСБ. Говорил, вам же лучше, что я вот к вам представлю. На одном из митингов меня задержали. После этого мне написал Влад Лектор, что он написал в мой институт СПбГУ, что я ЛГБТ-активист, с его слов, и если я не хочу, чтобы у меня и у моей семьи были проблемы, я должна с ним сотрудничать и прийти в баню. Баня со злым и страшным доктором Лектором. И меня вызвали на этическую комиссию в СПбГУ по поводу моего задержания. А к моей маме пришла полиция. Он пытался надавить на меня с целью сотрудничества. Рассказывал про то, как меня могут отвезти в лес, и у меня будут большие проблемы. Он занимается преследованиями молодежи, молодых парней. Человек, которому там 50+, зовет молодых ребят в баню или пить пиво, ну, оно тоже настораживает. Где-то в 2019 году знакомый молодой человек, который был одним из участников тогда возникшего бессрочного протеста, была какая-то там акция у гостиного двора, он приезжает ко мне совершенно невменяемом состоянии, то ли пьяный, то ли еще по чем-то. Я его никогда ни до, ни после этого в таком состоянии не видел. Он сказал, что встречался с Терехиным. Они сидели в кафе, и Терехин постоянно заказывал водку. Ну, подсыпал ли он чего-то или не подсыпал, какие конкретно он ему там вопросы задавал, он не мог вспомнить. Говорил, что Терехин пытался завербовать, как бы сделать его информатором. Теперь сомнений не было никаких. Я еле сдерживала себя, чтобы не написать ему все, что думаю. Это Терехин принуждал к сексу задержанных безбилетников. Терехин вместе с Гущиным следил за демократами с 80-х. Они опаивали людей и шантажировали в интересах КГБ. Это Терехин вместе с Гущиным и Барканом следил за подростками для ФСБ. Вступаешь в движение и попадаешь на фотографии. Потом тебя пишет Терехин и приглашает в баню, спаивает, возможно, даже дает снотворное, фотографирует в неприличных позах и публикует в ВКонтакте. Там Терехин, как и Гущин у себя, публиковал без преувеличения десятки тысяч фотографий. С депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, с Борисом Немцовым, Дмитрием Быковым. Он был, кажется, на каждом оппозиционном митинге и пикете последних 10 лет. Мне кажется, идея была такая. Это первые недели человека в оппозиции. Он сходил на митинг, потом видит себя на странице у Терехина и никогда не возвращается. На многих фотографиях Терехин в окружении очень молодых юношей, возможно, несовершеннолетних. На некоторых снимках с ними еще и депутат Виталий Милонов. Когда приняли закон о ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, я пошел с другом в библиотеку Маяковского. Там был какой-то ивент с Милоновым. Влад там к нам подошел, предложил сфотографироваться. Он у Милонова тогда работал главным организатором. Короче, ближайший комрад был. Он его снимал, охранял. В крестном ходу они ходили вместе. После этого он нашел меня ВКонтакте и начал слать какие-то странные фото из бани. Он вербовал мальчиков даже просто на улице. Ну, подходил, спрашивал: ты кто? Я Владик, пойдем выпьем. 9 откажется, да, а 10 все равно пойдет. А потом звал в баню. Он всех подряд вербует, все друзья, а дальше, ну, как получится использовать, так получится. Вот этих вот мальчиков своих, да, он называл «Моя голубая гвардия». Я листала фотографии на странице Терехина, и вдруг
Это были снимки полуголых парней, явно в измененном состоянии. Выяснилось, что снимки обнаженных парней Терехин не только хранит у себя на странице, но и рассылает третьим лицам. Вот снимок того же юноши, которого раньше я видела с Терехиным. Он без сознания, обнажен. Этот человек был моим знакомым на тот момент и состоял в нашей политической организации, но через какое-то время он перестал приходить на большинство митингов. И одновременно с этим он начал сотрудничать с Владом Терехиным. И мне казалось, что у Влада Терехина был компромат на него. Я предполагаю, откуда они появились. Я тогда не обладал большим опытом употребления алкоголя, и просто, видимо, я слишком много выпил тогда. Ну, то есть вы думаете, что он вас смог раздеть и сфотографировать как-то? Так было лето, я же был, получается, в шортах, в футболке, чтобы раздевать. Я не помню, что было. Этот же снимок Хазан отправил некоему Олегу Э. Это глава отдела питерского центра Э Олег Шайдулин, теперь зампроректора СПбГУ по безопасности. Возможно, он был одним из тех, кто координировал действия Терехина. Но помогать парню на фото Шайдулин не рвался. Терехин предложил мне пойти к Милонову. Если бы я отказался, он бы мне отказался помогать дальше отбиться от моего дела административного за участие в митингах. Это безумие. Массовый растлитель юношей, насильник, агент спецслужб, рядом с депутатом «Единой России» и идеологом традиционных семейных ценностей. Алло? Виталий Валентинович, здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я журналистка издания «Проект». Мы готовим сейчас материал про такого человека Владислава Терехина. Нам несколько человек говорят, что он когда-то был вашим помощником. Да, не был моим помощником. Мы видели много фотографий вас вместе с ним на акциях каких-то, он вас сопровождал постоянно. Терехин, его все знают года с 91-го, ну, по крайней мере, я его знаю. Он часто появляется на акциях, но чем он занимается, вот, я не в курсе. К вам он никакого отношения не имеет? Абсолютно. Каждый раз я думала, что все, это предел. Но нет. Увиделся я с ним на митинге в 2018 году. Ко мне подошел Влад Лектор, с ним он начал разговаривать. Потом он мне вдруг пишет «Привет» и скидывает мне фотографии. Он за мной там, видимо, пошел, последил, пофотографировал меня со стороны. Мне тогда было лет 15 или 16. Я тогда был в классе 9. Он там, давай пойдем пиво попьем. Я говорю, мне 18, нет, мне нельзя пиво пить. Я говорю, так какая разница, пойдем попьем пиво, все равно я тебе куплю. Где ты там учишься? Я говорю, ну, в школе учусь. Я говорю, давай тебя к ЕГЭ подготовлю. И скидывает фотографии с каким-то парнем. Он говорил, это вот мой сын, он с ним вот готовится к экзаменам. Он познакомился с Пашей Рыбкой, рассказывал, что в троллейбусе с ним разговорился и влюбился. Паша был сначала очень неуверенный в себе, забитый, ему было тогда 17. А Влад ему помог попасть в университет, потом устроиться в адвокатскую коллегию. Буквально за полгода стал уверенный в себе мальчишка. То есть он не его сын? Ну, вот так. Алло, Катерина, добрый день, вы хотели со мной пообщаться? Да, Павел, здравствуйте, спасибо большое, что позвонили. Вы знаете, что Терехин представляет вас своим сыном? Я не знаю, если честно, что это такое. Возможно, это его приколы. Возможно, он хотел бы, чтобы я был его сыном, но это не так.
А вы знаете, что он рассылает людям фото и говорит, что на них изображены вы, фото ваших половых органов? Если честно, первый раз такое слышу. По-моему, какой-то бред. Надо поговорить с Владиславом. А почему вас называют главным педофилом города? Ваш наушниковый был маленький. А ты сам знаешь. Так я не маленький мальчик. Ну ты же хлеб. При чем тут я? Вот поэтому меня звать банк. Я банк безумный. Ты считаешь, что это все провокация? На самом деле это я банный педофил, я просто тебя подставил. Он позвал меня выпить кофе, а потом предложил вернуться в школу. Сказал, что хочет мне что-то показать. Мы шли по коридору. Он попытался поцеловать меня. В коридоре, потом на лестнице. Я отворачивалась, а он целовал меня в щеку. Я убежала. Санкт-Петербург, 2001 год. Была такая журналистская тусовка в агентстве журналистских расследований. Туда затесался Влад Терехин. Мы работали на выборах в ЗАГС, и когда он появился в нашей команде, конкуренты просто снимались после одного телефонного звонка, во время которого звучала какая-то компрометирующая информация. Это находил Терехин. Он в общении, ну, скажем так, не очень. Как ему получалось совращать мальчиков, я, честно говоря, не понимаю. Терехин хитрый, очень хитрый. Максим при мне позвонил старому знакомому, и Терехин сам практически признался, что в 90-х шантажировал того самого журналиста, которого они с Гущиным опоили в квартире Кухарского. Вы с Гущиным его опоили и подставили. Ну, короче говоря, в советские времена, когда он был студентом, я его завербовал. Я его свел с КГБшниками. Он обращался, чтобы я компромат на него, алло. Все там было прекрасно, замечательно, блин. Бумажки не стоило давать. А что за бумажки? Ну что, подписки, алло. Что выражает искреннее желание сотрудничать с конторой. Я слушала и не могла поверить. Ему помогли подняться проблемы. Алло. Не было там особых снимок сделано, блин. Там снимка, блин, на снимке там глухой под одеялом, блин, лежит. А дальше появилась версия, что его там якобы изнасиловали и принуждали к сотрудничеству КГБ. Алло. Да, я понял. Да перестань уже алёхать. Алло. Рассказывал про морского офицера, которого они с кем-то подставили. Но тут тоже голубой был. Они его напоили, тракнули, записали это и предоставили командованию. Но это в 90-х еще. Он рассказывал про подставы, масса других историй, про людей, которые где-то кому-то мешали, где-то выступали свидетелями, где-то на выборы шли. Депутат ЗАГСа первого созыва. Угу. Был приговорен к 4 годам лишения свободы за домогательство к мальчикам. Терехин сказал, что ему это заказали. Кто не говорил. Левашов был вообще самым молодым депутатом съезда народных депутатов СССР.
был открытым геем, и, возможно, его проталкивало в депутаты именно гей-сообщества. В 1996 году помощник Левашова Терехин оказался замешан в истории. Два юноши, 18-летний Николай Спиров и 16-летний Алексей Чехов, дали показания, в которых упоминался его приятель. Терехин решил заставить подростков отказаться от своих слов. Терехин на служебной «Волге» увез из лагеря Чехова. Администрация объяснила, что мальчика якобы срочно должны допросить в ГУВД на Литейном. Терехина и Левашова связывали не только рабочие отношения. И похищенного подростка Терехин привез домой к любовнику. С ними поехал и Спиров, второй подросток. У парня оказался сломан нос. Подросток увидел, что между Терехиным и Левашовым происходит половой акт. Терехин стал предлагать несовершеннолетнему присоединиться. Пленника уложили на диван, подросток держался стойко. Как писали милиционеры в рапортах, Левашов гладил половые органы и заламывал руки за спину Чехову. Когда о похищении и случившемся в квартире стало известно органам, семье Чехова начали угрожать анонимы. Еще страшнее то, что произошло со вторым свидетелем, Спировым. Он сначала дал показания на Терехина, но потом отказался от них. Следователь назначил новый допрос. Спиров собирался пойти на допрос по делу Терехина. Все, кто видел его, говорили, что настроение у него было хорошее. Без главного свидетеля суд шел не слишком успешно. И в итоге Терехина осудили только по статьям о похищении человека и принуждении к даче ложных показаний. Левашов был освобожден по амнистии. Терехин то ли из-за волокиты, то ли по договоренности со следствием провел весь 5-летний срок наказания в изоляторе. Как только Хазан освободился, он вошел в Единую Россию. Власть не смущала темное прошлое этого человека. А Чехов, как и его друг Спиров, уже мертв. Спустя несколько лет погиб от черепно-мозговой травмы. Я пролистала все фотографии Терехина, больше 30 тысяч. И в какой-то момент заметила знакомое лицо. Это был Дмитрий Мякшин, юноша, переметнувшийся от штаба Навального к «Единой России». Видела его, что он постоянно таскался за лектором вот вместе с этими еще какими-то мальчиками. Ну, или один с лектором вот ходил. Ходили слухи, что лектор якобы куда-то ходил с Мякшиным, подсыпал ему что-то там в пиво, и потом сделал какие-то компрометирующие с ним материалы. Говорили, что сам Дима жаловался, что его затащили в баню, а потом он говорит, что сам не помнит, но в какой-то момент он в этой бане оказался с членом во рту, и потом, что его шантажировал лектор, и не только уголовным делом, ну и это фотография. Именно этими снимками все и объясняли внезапную смену взглядов Мякшина. Он попытался вступить в молодую гвардию «Единой России», но там от него отказались. В итоге он оказался в небольшом провластном движении поколения Z. Ты закрыли дурачье и пошли вон отсюда подальше. Участвовал в грязных политических акциях. В Петербурге началась настоящая кампания против местного отделения штаба Алексея Навального. Рядом со штабом прошел пикет под лозунгом «Навальный защищает извращенцев». Мы вас узнали. Как так получилось? Вы раньше были волонтером этого штаба. Всем привет, меня зовут Дмитрий Мякшин, и я тот самый несовершеннолетний, который якобы выбил зупомоновца на Марсовом поле. Как видите, я все еще волонтер Навального, и я его поддерживаю. Я поменял свою позицию, и вот в данный момент я стою в движении поколения Z. Одни считали, что туда его привел Терехин, другие, что Мякшин сам пытался помириться с режимом. Мне вынесли приговор в 2 года и 8 месяцев условно.
Апелляционная инстанция снизила первичный приговор на 2 месяца, и в данный момент я отбываю условный срок. Уже вечером того дня в интернет выложили интимные видео Мякшина. Оказалось, он занимался вебкамом, и об этом узнал Терехин. Он за несколько часов до публикации рассылал эти видео знакомым. Вероятно, даже в день пикета Хазан шантажировал юношу и в итоге опубликовал компромат. После этого Мякшин расстался с девушкой, стал много выпивать, употреблять наркотики, знакомиться с мужчинами в интернете и за дозу проводить с ними ночь. Однажды он написал подруге, что познакомился с новым мужчиной, и они вместе поехали забирать наркотики. Через несколько дней парни начали искать, а через месяц нашли его тело в морге Ленинградской области. Что произошло, никто не знает. То ли ему стало плохо, и он заблудился и умер, то ли скончался в квартире мужчины, с которым проводил время. В этой истории очень много трагических и будто случайных смертей. Погиб Мякшин. Умер журналист, которого шантажировали Гущин с Терехиным. Утонул юноша, которого, вероятно, растлевал Гущин. Погибли оба свидетеля, дававших показания на Терехина. Меняются названия ведомств, вывески на зданиях, форма сотрудников. КГБ становится ФСБ, милиция полицией. Но суть остается прежней. Они шантажируют, вербуют, плодят доносчиков, провокаторов, ломают судьбы людей. В России власть не меняется. Меняются ее жертвы. Привет. Да, здравствуйте, Владислав Николаевич. Хотели вам задать некоторые финальные вопросы перед выходом о многих фактах, которые вас касаются, в том числе про вашу работу в КГБ, про случаи насилия, применение клофелина. Это все провокации западных спецслужб. Перед вами самый честный человек. Человек, который фотографирует юношу, находящегося в состоянии опьянения. Зачем вы всем говорите, что Павел Рыбка — это ваш сын, и рассылаете его интимные фотографии? И вы познакомились, когда он еще не был совершеннолетним. Это тоже можете прокомментировать. Я ничего никому не рассылал. Какие-то там скриншоты непонятные, что-то еще. Ну, сделали вы их, изготовили. У вас есть возможность что-то сказать зрителям фильма. Вы хотите ей воспользоваться? Милая, симпатичная девушка. Вписалась в игры, которые ни к чему хорошему не приводят. Человек по прозвищу Хазан — это вы? Я. В тот же вечер, после нашего разговора, Терехин начал мне писать сообщения с угрозами, одно за другим. Тюрьма. Именно там будет Катя Арина. Мы тебя поместим в музей. Музей органов государственной безопасности. Эти ребята заберут и Катю Арину. Паш, скажи, Катя, привет. Привет, Катя. Тогда меня охватило странное чувство. Я поняла, что я не боюсь его. Потому что я чувствовала, как боится он сам. В разговорах с корреспондентом проекта Терехин отрицает, что применял кому-либо насилие и шантаж.
Терехин утверждает, что никогда не сотрудничал с правоохранительными органами. Терехин также утверждает, что молодые люди, интимные фото которых он рассылал, на момент знакомства с ним были совершеннолетние. Владимир Гущин и Сергей Баркан отказались ответить на вопросы проекта. Гущин пережил инсульт и инфаркт. Он до сих пор получает зарплату в центре «Контакт». Сергей Баркан, пытавший подростков, в 2006 году уволился. На его место наняли новых силовиков. В 2020 году он на улице воткнул шило в шею девушке. Она выжила. Уголовное дело прекратили по примирению сторон. Владислав Терехин все также окружен молодыми людьми. Он работает агентом по привлечению студентов в Петербургском вузе. Уличных протестов в России больше фактически нет. Гущин всю жизнь боялся оказаться в тюрьме. Он знал, что его могут посадить. Потому что любой гей в России это знает. Думаю, этот страх и был главным, что было в его жизни. Если ты выбираешь молчать, твои боли и страх никогда не закончатся. Когда мне было 15, мой школьный учитель Михаил Скипский стал звать меня в кафе, писать мне сообщения, оставлять на пересдаче. Ему было 30. Как-то раз он хотел показать мне люк в полу одной из школьных аудиторий. Там он стал пытаться обнять меня, поцеловать в губы, а я убежала. Спустя много лет выяснилось, что еще одну ученицу он запер в классе и заставил сделать ему минет. Другой пытался залезть руками под нижнее белье. Ей было 13. В каждой такой истории есть то, за что тебе стыдно. И ты знаешь, что именно в этом тебя и обвинят. На этом и строится многолетнее молчание. Но моя история принадлежит только мне, даже те ее части, которых я стыжусь. Это мой город, моя улица. Мой дом. Я сюда обязательно вернусь. А пока... Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? История, которую вы сейчас посмотрели, это не прошлое. Это то, что происходит прямо сейчас. Чтобы у каждого из вас была возможность узнать правду об этом нашем настоящем, мы с Романом Баданиным написали книгу о том, как за 25 лет Владимир Путин обманул всех нас и привел страну туда, откуда мы так долго пытались уйти. Если вы считаете важным, чтобы такие фильмы и книги выходили дальше, вы можете нас поддержать. Любая помощь – это голос против молчания. Но не знаю к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места, больше ничего не покажут. Приметы не врали, про
Прогнозы сбылись, сны оказались вещими. И вот кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Я уже не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. И я мог бы стать Буддой или Садова,